Вместо того, чтобы добавлять новый, непривычный контент в игру, наподобие режимов, какого-то функционала, который бы в лишний раз разнообразил наше времяпрепровождение в eFootball, Konami добавляет новую кампанию, которая связана с аниме Капитан Цубаса. И не просто добавляют, как в случае с Blue Lock, когда были просто карточки и небольшое оформление. Нет, они добавили, не то чтобы целый режим, а целое оформление для отдельного ивента, которое посвящено быстрому забитию гола. И в этом ивенте мы играем за персонажей из ранее упомянутого аниме. Вы их наблюдаете на своих экранах, то есть они не поленились, сделали мини-фейсы, проставили им все необходимые скиллы. Мне вот просто интересно посмотреть на лица тех японцев, которые непосредственно сидели над этим, проставляли даже скиллы отдельные для этих анимешных футболеров, причем они у всех почти присутствуют. И, к слову, я как-то даже не обратил на это внимания, но всем футболистам, в кавычках, здесь по 15 лет. То есть мы даже играем за несовершеннолетних персонажей. Уж не знаю, за данным аниме я не слежу, поэтому, даже не в курсе был. Но получается, что мы играем за каких-то детишек в рамках данной кампании. В принципе, она ничем не отличается от той, что появилась в прошлом году, в прошлом сезоне, вместе с Blue Lock тем же самым. То есть наша цель забить мяч как можно быстрее и занять призовое место. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вы хотите приобрести монеты для eFootball Mobile или вовсе готовы аккаунты с уже имеющимися эпиками, то вам на PlayRock. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Для этого ивента была, скажем так, создана отдельная локация. Это какое-то тренировочное поле, которое Konami, судя по всему, сделали с нуля, специально под анимешных персонажей для графики. И давайте посмотрим на все это дело немножко с другого ракурса, непосредственно с ракурса самих футболистов. Да, если кто не знал, такая камера тоже присутствует. И вот так выглядит окружение, помимо привычных нам стадионов, Konami стадиума, каких-то лицензированных стадионов. В принципе, если бы это не было в пресловутой аниме-стилистике, потому что видно, что и газон, максимально плоский, и в целом окружение не сказать, что отличается какой-то реалистичностью, то, в принципе, неплохая локация, и чем не сгодится для той же Мастер-лиги, например, для отдельных кат-сцен. Но вместо того, чтобы опять же использовать ее в той же самой Мастер-лиге, мы получаем такое чудо с аниме-персонажами, с этими модельками в непривычном антураже. За что спасибо Konami, конечно, ничего не скажешь. Отдельно интересно представить лица тех людей, которые раньше слышали про серию PES, возможно, даже играли в нее, но после непосредственного релиза eFootball как-то на серию подзабили и в целом не вспоминали про нее. И если таким людям, таким игрокам сказать, что из себя представляет в прошлом PES, а сейчас eFootball, и показать им эти самые кадры, мне просто интересно, каким именно будет их выражение лица, какая именно у них будет реакция, потому что, скажем так, еще пару лет назад нечто подобное представить было, просто невозможно, что мы будем бегать за анимешных персонажей, выполнять какие-то задания. И кстати, вы можете в лишний раз убедиться, насколько ответственно Konami подошли к работе над данной локацией, потому что здесь присутствует небольшая ошибка с тенями, которая была заметна чуть ранее. Опять же, видно, что Konami крайне ответственно подходит к новому контенту. Я думаю, на повторе это будет видно. Если вы обратите внимание, за воротами там немножко какая-то дерганая тень получилась. То есть, оказывается, это не только на любительских стадионах. А у нас тем временем собирается картинка. Это еще одно нововведение, помимо данной кампании и данного обновленного ивента, о котором мы поговорим чуть позже. Так, не позволят вам забить из-за пределов штрафного, прежде чем наносить удар, войдите в штрафную площадь. Вот оно, значит, как.
Что еще интересно, если в предыдущих частях этого самого ивента мы начинали с середины поля, то сейчас мы начинаем почему-то от своих ворот, и невольно задачка усложняется. И вот тут хороший момент, чтобы пробить, и, конечно же, как мы обсуждали недавно, с этим новым геймплеем игроки с удовольствием бьют по штанге, нежели по самим воротам. Но вот еще один шанс, чтобы пробить по воротам, и вот уже он оказывается более удачным. То есть этот вратаришка нам особой помехи не создал. Скорее, за него штанга работала. Но у нас остается еще последний этап для прохождения этого ивента. Крайне увлекательное зрелище, хочу сказать я вам, стоит своего потраченного времени. И самое главное, награды. Награды, за которые мы боремся, те же самые ГПшки и картиночка, которую мы продолжаем собирать. Просто потрясающе. Я очень благодарен Konami, что в моей любимой игре Ногомяч я параллельно могу собирать картинки. Просто, блять, великолепно. Не знаю, как именно они до этого додумались, в каком пьяном угаре им пришла данная идея, но даже если бы хотелось как-то злостно пошутить, поиздеваться над Konami, все равно бы даже при подобных мыслях вот такая бы вот идея в игре бы, ну, наверное, сразу бы не возникла. А они ее добавили, между прочим. И вот мы сейчас проходим этот ёбаный ивент, чтобы получить пару-тройку поинтов и собрать картиночку, играя за этих анимешных персонажей, которым по 15 лет, у которых управление неудобное, и в целом все в аниме-стилистике, и вообще все как-то грустно, что ли, я не знаю. Да, блять. Да ну сколько можно, ну ё-моё, а, блять, ну хотя бы сейчас давай, ну ёбаный в рот, а. Я перепрохожу это уже в который раз, все никак не могу забить в определенное время, и вы просто не представляете, как меня заебал этот ебальник в начале каждой из попыток. Я так больше не могу. И ведь ради чего я все это делаю? Зачем я трачу на это свое время? Просто ради того, чтобы собрать какую-то картинку? Да мне, по сути, даже эти поинты не нужны, ради которых этот ивент и проходится. Ведь я сейчас, по сути, тут сижу и мучаюсь только ради этого ролика, который вообще никому не нужен. И я никому не нужен. И вообще, зачем я трачу на это свое время? В очередной раз задаюсь этим вопросом. Я, блядь, больше вообще не зайду в этот ивент после этого ролика, так тем более. Я ненавижу тех Konami, я ненавижу это аниме, я ненавижу этого голкипера. Мне так надоела его морда анимешная. Вы просто не представляете, сколько раз я уже перепрохожу этот чертов ивент. И спустя сотню попыток и кучу потраченного времени, наконец-то я забил этот гребаный гол за 47 секунд. И я более чем уверен, что это даже и близко не лучший, не хороший результат. Но вот мне понадобилось столько времени и столько попыток, чтобы пробить этого бучего голкипера с этими анимешными футболистами, которые вообще играть ну никак не могут. И тем не менее, даже так я не собрал картинку до конца. Мне вот просто интересно, какое самое лучшее время, за которое забили игроки? За ебаных 6 секунд. Каким-то образом этот чувачок успел разыграть от своих ворот, дойти до чужих ворот и забить гол за ебаных 6 минут, когда мне понадобилось 47 секунд. Ну, я изрядно помучился, пришло время забрать награду и посмотреть на то, что у нас там получилось собрать. Вот это самая галерея, которая стала доступна с обновлением. И помимо вот этой картинки у нас тут еще несколько должно быть. И вот как-то вот так вот выглядит это чудо. Опять же, просто потрясающая функция. Самое главное, она очень нужна для такой игры, как eFootball, для футбольного симулятора. К слову, одну картинку я уже собрал, проходя ивент против Милана, против эпического состава Россонери. И вот такой вот приятный бонус, приятное дополнение я как фанат футбола, но не фанат Милана, получил за прохождение ивента. Большое спасибо, Konami. Мне ведь больше и не нужно ничего. Никаких ни функций, ни режимов, ни прочего. В любом случае, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, потому что именно ваша активность стимулирует продвижение роликов ютубом. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и самое главное, играйте в свое удовольствие. Всем пока.